Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы вместе с вами будем подводить итоги уже прошедшего апреля 2026 года и будем говорить о рынке недвижимости. Традиционно будем говорить о рынке жилой недвижимости, то есть это будет у нас первичный, вторичный рынок в разрезе классификации. И в начале видео будем говорить о колебательных процессах длиною 1 месяц, то есть сравнивать будем март месяц с апрелем месяцем 2026 года. А в конце уже я покажу вам тенденции, что произошло с рынком жилой недвижимости на протяжении 1 года. То есть период сравнения будет апрель 2026 год с апрелем 2025 года. Ну и в начале видео, друзья, наверное, давайте традиционно там опять вопросы, они одни и те же, но я посмотрел, у меня действительно очень много новых людей смотрит мой канал, поэтому придется повторяться. Извините, это я обращаюсь к тем, кто смотрит меня уже давно. Основной вопрос. Андрей, откуда у тебя информация о ценах продаж? Друзья, вы невнимательно меня слушаете. О цене продажи той или иной квартиры знает только продавец и покупатель. И если присутствует риэлтор в сделке, значит знает риэлтор. Все остальное это уже не цена, а стоимость. То есть мы говорим о рыночной стоимости. Это разные дефиниции. Стоимость рыночная, как она считается, это долгая история, я не буду это рассказывать в этом видео. Кто захочет, может найти у меня целое видео, записана лекция, как мониторить рынок недвижимости. Я когда-то давно готовил эту лекцию для риэлторов. Поэтому я в своих видео говорю всегда о стоимости квадратного метра, и то опираясь не на цены продаж, а на предложения, чувствуете разницу, да, предложения, то есть квартиры выставлены для продажи. Конечно же, при этом я применяю определенные коэффициенты на торг, но это еще раз не тема сегодняшнего видео, можете найти это видео, называется «Система мониторинга рынка недвижимости», называется так видео. А может, я прикреплю внизу к ссылке, да, наверное, так и сделаю. Кто захочет, в описании первая ссылка будет на это видео. Поэтому, друзья, надеюсь, я ответил любознательным людям. Понятно, что расспрашивать надо же об этом говорить. Мы говорим о предложениях. Конечно же, в большинстве это хотелки продавцов, но еще раз повторяюсь, я применяю научную методологию, которая позволяет мне так сказать, максимально понимать рыночную продажу того или иного объекта. А так как я работаю с помощью программного обеспечения, это программное обеспечение называется Olymp News, у меня есть патент на данное софт, авторское право, ну и так далее. Все это можно найти в интернете, это в открытом доступе есть, кто интересуется. Так вот, я работаю с большими данными. То есть я, как мне многие пишут, а вы что, проверяете каждую квартиру, которую... Ну, я просто вам на примере покажу. Порядка 37 тысяч объектов жилой недвижимости попало вот в это исследование, да, по рынку недвижимости города Киева. Можете себе представить, я сидел бы или нанял целый взвод, так сказать, волонтеров, которые бы прозванивали каждую квартиру. В этом нет необходимости, это бред. Поэтому, друзья, еще раз повторюсь, я работаю с предложениями, но при этом, при всем, пытаюсь максимально выходить на рыночную стоимость квартиры, работая с большими массивами данных. Итак, друзья, надеюсь, не утомил таким длинным ответом на вопрос, но это самый вот частый вопрос, который мне действительно люди задают. Еще раз, друзья, я не риэлтор. Я занимаюсь анализом рынка недвижимости. То есть моя задача исследовать рынки, ни больше, ни меньше. Но для того, чтобы исследовать, нужны статистические данные. А статистические данные, я вам уже сказал, что это программный продукт Olymp News называется, который позволяет мне работать с большими данными. И еще риэлторы, которые много там пишут, ну, пишут, есть нормальные же люди, а есть люди такие, которые не алло. Так вот, друзья, риэлторы, вы меня поймете, вопрос к вам. А сколько каждый из вас продал квартир за полгода? Ну, вот эти, которые полгода прошли.
Я думаю, что если вы 2 квартиры продали, то это для вас счастье. Почему? Потому что это деньги, которые вам необходимы для выживания. Что такое 2 квартиры с точки зрения статистических данных? Это ни о чем. Поэтому риэлторы, они на самом деле не знают рынка. Они интуитивно могут сориентироваться, прочитав 2-3 странички какой-нибудь газеты, где выставляется для продажи недвижимость, и сориентироваться с первой ценой, по которой будет выставляться объект недвижимости для продажи. То есть все очень просто. Риэлтор – это продавец. Он не знает в априори, у него нет таких навыков работать с большими массивами данных, анализировать это. Ну, и инструментов нет, и навыков, компетенции еще это называется. Поэтому, друзья, переходим к рынку жилой недвижимости города Киева. Так, через призму времени и цифр попробуем вместе с вами разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Киева, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Alim Consulting. Итак, начнем, друзья, от общего. Помните, был такой персонаж Шерлок Холмс, он применял в своих исследованиях метод дедукции. Для тех, кто не знает, объясню. Это когда от общего переходит к частному. То есть сначала должна быть понятна вся картинка, а потом уже мы декомпозируем эту картинку до частного. Вот это называется метод дедукции, и это научный метод, друзья, кто не знал. Также есть метод индукции, который от частного идет к общему. Но я применяю метод дедукции, друзья. Уж не обессудьте, да, я не Шерлок Холмс, я занимаюсь наукой, я достаточно много применяю научной методологии в своих исследованиях. Итак, сейчас мы говорим о том, что в целом произошло по городу Киеву, то есть это сводные, укрупненные данные. Начинаем с того, что население 2 миллиона 950 тысяч это довоенное. Сейчас я предполагаю, что порядка 3 миллионов, чуть больше живет в Киеве людей. Это реально. Почему? Потому что люди со всех областей попереезжали в город Киев. Я когда еще жил в городе Киеве, я просто наблюдал это и по машинам, и по количеству людей большому, которое присутствовало на улицах, в общественном транспорте и так далее. Количество предложений, друзья, вот это ключевое, видите, предложения, не продажи, а предложения. То есть я мониторю рынок недвижимости через предложения. Это ваши, друзья, предложения, которые вы выставляете для продажи. Квартиры в объявлениях пишете. Ну, в данном случае мы говорим о квартирах. И вот представьте себе рядового риэлтора, который мог бы промониторить цифра, видите, 65 тысяч 890 объектов жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок попали в выборку. Да это даже самый умный риэлтор, даже несколько агентств недвижимости, которые состоят из самых умных, продвинутых риэлторов, не в состоянии это сделать. Это просто нереально работать с такими большими цифрами. Поэтому это, если говорить таким сухим языком научным, это репрезентативная выборка, то есть количество объектов, они однородные, еще раз напомню, однородные, это по классам разбиты. Многие риэлторы просто не знают, что такое классификация рынка недвижимости. Поэтому видим, что количество предложений за апрель месяц выросло по отношению к марту всего лишь на 0,5%. Немного, но все-таки положительная динамика. Переходим к следующему показателю – социальное жилье. Это стоимостной показатель. Еще раз, стоимость и цена – это разные дефиниции. То есть я говорю о предложениях и предполагаю, что это рыночная стоимость. Как я это все считаю? Пожалуйста, в описании первая ссылка оставлю, найдете, посмотрите. То есть там много методологий, это будет неинтересно просто в этом видео, хотя и так уже много даю методологии. Итак, социальное жилье подешевело на 0,19% за месяц. Это вторичный рынок. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс подешевели на 0,14% за месяц. Напомню вам, друзья, с февраля месяца мы стали наблюдать
что правильно снижение стоимости квадратного метра, как я, собственно, и говорил полгода назад. Почему? Потому что весь 2025 год недвижимость росла в своей стоимости, причем вся недвижимость, и коммерческая, и жилая, и это была аномалия. Почему? Да потому что рынок недвижимости является сегментом украинской экономики, а макроэкономические показатели, если кто интересуется этим, да, вы зайдите, посмотрите, открытые данные есть. Там просто, ну все очень плохо, реально очень плохо, если сравнивать, естественно, четвертый год войны, 2026 год, с довоенным периодом. Тогда все станет понятно. Поэтому не может, когда экономика разрушена, рынок недвижимости расти в своей стоимости. Да, колебательные процессы могут происходить, но не больше, не меньше. Итак, давайте еще раз повторю, что эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок, подешевел на 0,14%. Теперь, друзья, мы переходим к аренде. Средняя аренда, социальное жилье, в выборку попали 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Период сравнения уже не месяц к месяцу, а квартал, видим четвертый квартал 2025 года с первым кварталом 2026 года. И здесь, друзья, кто понимает, внимание, мы впервые весь год 2025 прошедший мы видели рост стоимости аренды. А здесь впервые в марте месяце мы зафиксировали за квартал, что незначительное снижение аренды на минус 1,75%. Переходим к следующему сегменту рынка недвижимости. Это первичный рынок, квартиры, не сданные в эксплуатацию. То есть это всего лишь, так сказать, бумага, инвестиционный договор, где вы заплатили деньги и ждете, когда будет сдана в эксплуатацию квартира или же не будет сдана. Итак, мы видим, что в данном сегменте квартиры эконом-класс выросли за месяц плюс 0,24%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс снижение минус 0,12%. Ну и первичный рынок элитный класс снижение минус 0,07%. Так, друзья, подводя итоги, мы что видим, что, обращайте на эту табличку внимание, что все практически классы рынка недвижимости, как первичный, так и вторичный, показали динамику снижения, за исключением эконом-класса, это первичный рынок. А вот теперь, друзья, переходим уже от обобщенных данных к декомпозированным данным, то есть данные, которые более подробно показывают о том, что произошло в течение месяца в городе Киеве, в разрезе административных районов. Перед вами карта, 10 административных районов, класс социальное жилье. Период сравнения март-апрель 2026 год. Друзья, наибольше всего, что бросается в глаза, подешевела недвижимость в Деснянском районе, минус 0,23%. В абсолютных цифрах стоимость квадратного метра сами прочитайте. Ну и наименьше всего подешевела недвижимость в Печерском районе, минус 0,12%. А Голосеевский район просто показал нам, как бы, видите, ни насколько не подешевела, не подорожала. То есть цена по факту осталась та, которая была в марте месяце. Ну и такое тоже бывает. Следующий, друзья, слайд. Здесь мы говорим о рынке недвижимости на протяжении всего периода времени. Мне какой-то чудак написал, а ты не можешь сделать, и зачем это надо, за 50 лет, что произошло с рынком недвижимости. Ну, я понимаю, что это, наверное, человек, который, как оно, или не понимает, о чем пишет, или просто решил так пошутить. Так вот, для исследования очень важно знать, что происходит на рынке. На любом рынке, мы просто привязываемся сейчас к примеру рынка недвижимости, для того, чтобы сориентироваться, в какой фазе и в какой стадии находится на сегодняшний день рынок недвижимости, в данном случае жилой. Но это для тех, кто понимает, те, которые, в общем-то, занимаются исследованиями, они это знают. Итак, давайте посмотрим, все-таки подорожала недвижимость или подешевела. Если вы спросите риэлтора, подорожала и подешевела, он в лучшем случае вспомнит, за сколько он продал свою квартиру, ну не свою, а квартиру, которую продавал, и период памяти может быть полгода у него максимально. Я же вам показываю за 4 года и сколько там, 2 месяца, то есть за период войны, на примере класс социальное жилье. Итак,
А видим, что март месяц, напомню, что в феврале война началась 2022 года, март месяц 1121 доллар за квадратный метр. Первый год войны недвижимость данного класса где-то подешевела на 8-9%. Но здесь реперные точки есть, вы можете как бы посчитать и сами все поймете. Следующий, второй год войны. Второй год войны мы увидели, как рост стоимости незначительно, но повысился с какого-то перепуга. Я просто потом приведу пример 2025 года, где тоже с какого-то перепуга стоимость целый год росла. На это все влияет, еще раз повторюсь, внешние и внутренние факторы. Внутренние факторы, состояние экономики ужасно, по идее должна стоимость была снижаться, а вот внешние факторы, они повлияли. То есть это был, помните, контрнаступление, нам рассказывали о том, что война закончится, и люди, естественно, воспряли, продавцы в том числе, их хотелки были завышены, так как мы работаем с предложениями. Там кто-то мне написал, причем тут война и Трамп, а при том, что это именно внешние факторы. И скажите мне, война не повлияла на рынок недвижимости? Или скажите мне, высказывания Трампа не влияют на фондовые рынки? Очень даже влияют. Поэтому, хотя рынок недвижимости не является фондовым рынком, параллели как бы проводить бессмысленно, но вот эти внешние факторы в виде громкоголосых заявлений, да еще такого человека, как Трамп, это в 2025 году, мы сейчас вернемся к этому, да, очень даже влияют на умозаключения людей, которые продают недвижимость. На примере фондового рынка там очень даже неплохо бригада Трампа, я так понимаю, на инсайде заработала. Ну, кто понимает, кто не понимает, объяснять не буду. Значит, третий год. Третий год войны показал нам значительное снижение на 10% где-то в годовом измерении. Еще раз, рэперные точки есть, можете сами посчитать. И вот с какого-то перепугу четвертый год, друзья, войны, то есть это первый, второй, третий, четвертый год войны, мы увидели рост стоимости квадратного метра, незначительный, но в целом в годовом измерении порядка 5%, наверное, было. Так вот, почему я вспомнил Трампа? А вспомнил именно потому, что в начале года, как только он пришел, так сказать, к власти, его выбрали президентом Соединенных Штатов Америки, он начал сотрясать воздух обещаниями. За один день, за месяц закончит войну. То есть все вот это мы отслеживаем, можно сказать, как мне кто-то написал, хотелки. Да, это настроение продавцов. И вот с какого-то перепуга они решили, что да, Трамп придет, порядок наведет, утрирую. Война закончится, и опять мы стали наблюдать незначительно, друзья, снижение стоимости квадратного метра. В ладоши хлопают риэлторы и говорят: Андрей, какое нафиг понижение? Ты же видишь рост. Вот я вам показываю этот период времени. В зависимости от какой базовый период сравнения, вы здесь увидите рост. А если взять все 4 года войны и там 2 месяца, то мы увидим, что вот рэперная точка. Март месяц 1121 доллар. И уже апрель 2026 года 1055 долларов за квадратный метр. Напомню вам, только лишь всего 2 месяца мы стали наблюдать, как снижается стоимость квадратного метра в 2026 году. До этого она росла весь 2025 год. Ну и внизу табличка такая, вы можете посмотреть, Excel считает за вас, что за весь период времени недвижимость дорожала, снижалась, но за весь период исследования, 4 года войны и несколько месяцев, недвижимость данного класса все-таки подешевела на 5,89%, ну, можем округлить до 6%. Поэтому, друзья, кто не согласен, кто критикует, я очень даже люблю людей, которые критикуют, ссылки на ваши исследования длиною 4 года и 2 месяца, и мы с вами будем дискутировать. Потому что, ну, просто там сам дурак писать, конечно, тут ума много не надо. Я, кстати, на таких людей не реагирую. Пишите, ради бога, все что угодно. Интернет все стерпит. Но я вам показываю цифры, которые, в общем-то, наблюдаю на протяжении всего периода войны. Итак, переходим к следующему слайду. Очень быстро здесь будем говорить об аренде. Красная вот здесь строка, друзья. Аренда, как я повторюсь, это социальное жилье. За квартал, сравниваем декабрь 2025 год с мартом 2026 года, подешевело на 1,75%. Это впервые весь 2025 год стоимость аренды росла. Ну, потом мы вернемся еще к аренде, друзья.
Следующий слайд – это квартиры эконом-класса, также вторичный рынок. Подешевели за месяц минус 0,14%. Можете посмотреть в абсолютных единицах. По административным районам стоимость сильно отличается. Ну и, конечно же, в данном случае снижение в процентном соотношении за месяц. Следующий слайд – это первичный рынок, квартиры эконом-класса. Здесь они подорожали, видим, на 0,24%. В абсолютных цифрах в разрезе административных районов можете посмотреть. Ну и рост уже в процентном соотношении также по административным районам. Следующий слайд посвящен первичному рынку комфорт бизнес-класс, которые подешевели за месяц минус 0,12%. Можете увидеть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра и убедиться, как сильно она отличается от локации объекта недвижимости данного класса. И снижение в процентном соотношении также по административным районам за месяц. Ну и последний слайд, первичный рынок, элитный класс. Снижение минус 0,24% за месяц. Обратите внимание, что из 10 административных районов всего лишь у нас присутствует 3 административных района. Это Голосеевский центр, это Черский, Липкий, это Шевченковский центр. Ну, кто киевлянин, тот знает, да? Так вот, стоимость даже элитного жилья в зависимости от локации, ну, очень и очень сильно, видите, отличается. То есть самый дорогой, конечно, это Печерский, Липкий. Здесь в целом мы видим снижение за один месяц минус 0,24%. Следующий слайд, друзья, это традиционный слайд. Исследования длиною в 1 год. Это тенденции называются еще. Мы видим, что период сравнения апрель 2025 год, $1041 за квадратный метр, стоимость квадратного метра. Это класс социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине и в городе Киеве не исключение. И смотрите, в апреле 2026 года это 1055 долларов за квадратный метр, что показало нам за год рост плюс 1,34%. Ну, за год, не календарный год, а я вам показал, да, базу исследования. То есть мы берем апрель 2025 года с апрелем 2026 года. И видим, что у нас динамика роста плюс 1,34%. Друзья, немного, так сказать, рекламной паузы. Мы также готовим, я и компания Limp Consulting, для крупных украинских системных национальных банков, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины, готовим индексы на протяжении уже больше 10 лет. Индекс, вот давайте я вам показываю указкой, в данном случае положительный, единичка, запятая 0,13. Что такое индекс? Индекс недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. Он считается, друзья, очень просто, если у вас есть статистические данные. Показываю на примере данного класса. Видим здесь 1055 долларов. Возьмем, да, делим на 1041 и получаем рост в годовом измерении в процентном соотношении плюс 1,34%. Или же индекс положительный, единичка, запятая 0,13. То есть, друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам, риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо ориентируются, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, друзья, знаю, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости также во времени. Я на примере вам всего лишь одного класса это показываю. А на самом деле я знаю по всем сегментам и по всем классам по всей Украине. Не только, мы работаем даже за границей. Поэтому, друзья, наша синергия знаний очень даже помогает в вашем сложном бизнесе. Ну и помогает мне, естественно, развиваться, заниматься наукой и компанией Olymp Consulting. Для того, чтобы меня найти, в описании канала есть мой Viber-телефончик. Киев-Старовский, есть кипрский телефон. То есть созвонимся, спишемся, как удобно.
составим техническое задание, и вы будете получать раз в квартал исследования, и вы будете видеть, что происходит с недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. То есть вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я буду вам показывать, как меняется стоимость недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. То есть в данном случае мы видим, что по городу Киеву, по данному сегменту, незначительная динамика роста за год. Поэтому, друзья, облегчите свой сложный бизнес, найдите меня и можете, кстати, спрашивать своих коллег, кто давно уже работает. Да, я очень давно работаю действительно с финансовыми институтами Украины. Поэтому спросите, кто такой Андрей Гусельников. В конце концов, и что за компания Олимп Консалтинг. И в конце концов спросите искусственный интеллект, и он вам выдаст всю мою историю, так сказать, все портфолио, которое соответствует каждая буква тому, что вы там прочитаете. То есть искусственный интеллект просто собирает все статьи, которые я когда-то писал, публиковал, обо мне кто что писал, публиковали. И в итоге у вас появится картинка, насколько надежный контрагент и вообще имеет ли он компетенции подобные для того, чтобы, так сказать, связываться или не связываться. Ну, перейдем на простой язык, да. Итак, друзья, закончили с рекламой, переходим дальше к последнему слайду. Здесь мы сравним, что произошло на рынке предложений. Квартиры, выставляемые для продажи, подорожали за год на 1,34%. Мы уже обсуждали подробно данный график-рисунок. Я его просто переместил в верхнюю часть. Видим, что, скорее всего, вот здесь последние 2 месяца, да, это еще не тенденции, но уже что-то мне подсказывает, что это будущие тенденции, а тенденции измеряются на протяжении длительного срока, по крайней мере, когда больше полгода идет вниз кривая, показывает снижение стоимости, это уже тенденции. Пока не знаю, но предполагаю. Давайте посмотрим, что же произошло, почему я предполагаю, что будет снижаться стоимость квадратного метра, в данном случае на примере социального жилья, вторичный рынок. Также социальное жилье, вторичный рынок, аренда. Вот давайте сравним, что произошло с арендой за год. Сравниваем март месяц. Напомню вам, что я не делаю по месячную аренду, а делаю по квартальной, потому что это долгосрочная аренда. Так вот, первый квартал 2026 год сравнил с первым кварталом 2025 года. Друзья, и что увидели здесь? Увидели здесь рост 3, в годовом измерении, то есть аренда выросла на 3,7%. При этом хочу обратить внимание, единицы измерения, как доллар здесь, это в долларах все считается, так и внизу аренду я просто перевел по курсу Национального банка. На самом деле аренда это все в гривне. Ну так, чтобы у вас полная картинка была, я единицы измерения сделал доллар. Но продается все в долларах, вы за гривну ничего не продадите. Ну, не найдется такой особо одаренный продавец, чтобы продать за гривну недвижимости, потом бегать по обменкам, обменивать на евро или на доллар. Но это соответствует действительности. Так вот, смотрите, друзья, что всего лишь на 1,34% вырос недвижимость по предложениям, это квартиры, выставленные для продажи. А вот аренда выросла на 3,7%. При этом последний квартал, вы его видели, если не видели, давайте я вам переведу, чтобы вы просто понимали. Последний квартал по аренде показал нам снижение минус 1,75%. То есть, если аренда начинает показывать нам отрицательную динамику снижения, то мы предполагаем, что дальше мы увидим снижение и по предложениям, то есть по квартиры, которые выставляются для продажи. Почему я так считаю? Ну, во-первых, давайте вернемся к цифре 3,7%. Это вполне себе нормальная цифра. Предположим, давайте вот очень простой, грубый пример. У вас есть 10 тысяч долларов, да, и вы, значит, положили эти деньги на депозит в долларах. Мы говорим в долларах, чтобы вы понимали. Положили на депозит в банк.
вы получите 1%, где-то полтора я видел, но скорее всего 1% в годовом измерении, то есть всего лишь $100. Можете себе представить, что это такое? Но это просто ни о чем, вот реально ни о чем. То есть вашими деньгами будет пользоваться банк, и вы получите со своих 10 тысяч всего лишь $100. Ну, это такое себе смешное, да, пассивный доход. Так вот, если вы приобретете, понятно, что за 10 тысяч вы не приобретете в Киеве, но тысяч за 40 можно приобрести недвижимость. Это очень грубые подсчеты, но они соответствуют действительности. То вы получите дохода, не чисто операционный доход, а именно доход 3,70%. Чувствуете разницу, да? Там 1%, а здесь почти 4%. Ну, там я имею в виду, если пассивный доход с депозита, вы там 1% получите. А здесь 3,70%. Понятно, здесь надо посчитать будет затратную часть, и тогда вы только получите чисто операционный доход. Но все равно это, в общем-то, достаточно, ну, я вам скажу, по примеру своего опыта, то есть это вполне неплохо можно зарабатывать, сдавая квартиру в аренду. Так вот, судя по тому, что аренда стала показывать отрицательную динамику, то есть снижается аренда, то я предполагаю, то же самое будет происходить и с предложениями на рынке квартир, которые выставлены для продаж. И это мы уже наблюдаем 2 месяца. Друзья, это мое предположение всего лишь, да. Теперь давайте я закрою показ слайдов, и мы очень кратко поговорим о прогнозах. Так, о прогнозах. Вот так мы. Помните, что я понимаю, что много цифр, да, вы устали, наверное, но наберитесь терпения. 2 месяца мы видим, это март-апрель, снижение стоимости квадратного метра на примере вторичного рынка социальное жилье. Я предполагаю, что до второго полугодия или второго квартала мы будем видеть динамику снижения, и она будет где-то по 0,5% в месяц происходить. Это будет примерно вот с такими темпами снижения, не роста, а снижения. При всем при этом аренда также показывает нам снижение стоимости квадратного метра. Итак, в годовом измерении сейчас, помните, я вам называл цифру там 1,5%, сравнивая апрель месяц с 2025 года с апрелем 2026 года. Так вот, я предполагаю, что мы, сравнивая уже июнь 2026 года с июнем 2025 года, увидим незначительную динамику снижения, может быть 0,5% в годовом измерении. То есть, и мы это уже будем называть тенденциями. То есть до конца года 100% мы уже тогда точно будем знать, что стоимость будет снижаться. Ну вот постарался очень кратко с цифрами рассказать о том, что было с недвижимостью, показать сегодняшний момент, то есть что сейчас происходит с рынком недвижимости, это зафиксировано цифрами. Ну и о том, что будет, да, то есть о прогнозах. Еще раз напомню, в прогнозах я применяю научную методологию, метод многофакторного анализа. То есть я смотрю на макроэкономические показатели, именно регионального продукта, это города Киева, есть такой региональный продукт, он в открытом доступе, можете посмотреть, грубо говоря, это те же индексы, которые характеризуют развитие экономики Киева. И вам все станет ясно, друзья. Еще раз повторюсь, не может в противофазе работать рынок недвижимости, он является составляющей экономики. В экономике все плохо, ждите, то же самое будет происходить на рынке недвижимости. Очень кратко, а может даже очень длинно, не знаю, кому как. Но это в рамках одной лекции 45 минут я постарался вам изложить, так сказать, свои соображения и предположения о том, что будет происходить с рынком жилой недвижимости. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью Украины, вам необходимо что сделать? Правильно поставить, ну, как минимум, подписаться на мой канал и поставить лайк данному видео. Говорят, я как бы не YouTube-блогер, хотя, видите, с завидной этой самой, как она называется, постоянством записываю видео. Да? Основной мой бизнес – это анализ рынков, это профессионально делаю и зарабатываю. Но, так или иначе, видео тоже должны смотреть люди, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. И вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас
компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.